Ну что, приветствую, это краткий обзор. За моей спиной находится Mitsubishi L200. Пикап Mitsubishi L200 2007 года. Я уже год как на нем дергаю палку. Умудрился за это время проехать более 20 тысяч километров и сжечь пару тонн соляры. Исходя из этого года эксплуатации, можно сделать несколько выводов касательно этого пикапа, насколько он вам нужен, насколько это целесообразная покупка в 2026 году. Данный пикап можно приобрести за 1,5 миллиона рублей. И сколько стоит содержание данного пикапа в нынешнее время. Эта машина вторая в семье и бралась она для работы. Но спустя год она просто вшилась в ДНК нашей семьи и стала полноценным ее членом. Ведь первый автомобиль был продан просто за ненадобность. И все-таки, почему именно L200? Во-первых, он дешевле Хайлюкса, надежнее китайца, получше выглядит, чем корейцы тех годов. Ну а американцы это просто отдельная история. А еще у него самая большая грузоподъемность, вместительный багажник, и мне одного бака по трассе хватает на 700-800 километров, ну в городе где-то 500-600. Здесь стоит стандартный дизельный мотор 4D56 на чугунном блоке, на механической коробке передач с раздаткой. На самом деле это первый мой пикап, это первый мой дизель. И было маленько страшновато, потому что до этого лично у меня в опыте дизельных автомобилей не было. Ну так уж сложилось. Как я уже сказал, этот автомобиль практически стал членом нашей семьи, и это неспроста, потому что ценность и полезность данного автомобиля просто зашкаливает, особенно если у вас есть дети. Все самокаты, велосипеды, снегокаты, все возможные лопаты, палки-копалки, грязные сапоги, все всегда валяется в кузове и никуда не девается. А еще оно всегда может быть с вами с собой, и вы точно займете детей чем-нибудь. Все всегда в багажнике и не мешает в салоне, вы не боитесь его испачкать. В поездках на дальние расстояния вы всегда себя можете сопровождать просто бесконечным количеством вещей, которые входят в багажник. И это все не громыхает по салону. В хозяйстве это становится просто незаменимая машина, так как в его кузов спокойно входит европалет, кубовая емкость воды и все необходимое оборудование для работы или ведения хозяйства. А на дальние поездки вы можете взять с собой неограниченное количество топлива, поставив его в багажник, и оно вам ничем не помешает. Я также здесь хотел установить багажник на крышу, но пока просто даже в нем не было нужды, потому что абсолютно все входит. А еще вы становитесь самым полезным членом в семье, так как при покупке нового холодильника, при покупке ламината, строительных материалов, при покупке любой бытовой техники вы становитесь самым незаменимым человеком. А если ваши знакомые в курсе, что у вас есть пикап, вы также являетесь еще и палочкой-выручалочкой по поводу вытащить кого-нибудь из грязи или застрявшим в снегу друзей. В нашем случае он полезен со всех сторон, так как детей несколько, работа связана с транспортировкой так или иначе какого-либо оборудования. И для загородных поездок куда-либо вы всегда можете с собой взять дров, мангал, пилу, топор. И это все не испортит вашу обшивку внутри салона. Еще один немаловажный плюс — это то, что вы везде можете на них найти запчасти. И я имею в виду города крайнего севера, небольшие населенные пункты, поселки городского типа. На них абсолютно везде все есть. Не зря они самые популярные среди добывающих компаний, таких как золото, нефть, газ. И они доставляют людей и оборудование в сложных условиях. И как показывает практика, это достаточно надежный автомобиль. Про эргономику салона особо нет смысла рассказывать. Это достаточно простой утилитарный пикап для боевых или производственных задач. Здесь есть все самое необходимое, как подстаканники, кармашки, и этого достаточно. Если вы хотите идеального комфорта, эта машина, скорее всего, не для вас. Но задний ряд сидений гораздо удобнее, чем в той же Mazda BP, Hilux или Ford Ranger. Скорее всего, если вы смотрите данное видео, то вы уже когда-то задумались о покупке пикапа для работы или личных целей. Я свой выбор сделал, исходя из бюджета, потребностей и надежности автомобиля. Я владею им всего год и, возможно, многого еще не знаю, многое впереди, но время покажет, и эксплуатацию своего автомобиля я, конечно же, освещу у себя на канале. С удовольствием в комментариях прочитаю об вашем опыте эксплуатации данных автомобилей, мнения или полезных лайфхаков. Всем спасибо за просмотр, удачи!